Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об очень, наверное, для многих людей тяжелой теме, но все-таки ввиду того, что многие задают вопросы, хочется проговорить эту тему. Давайте поговорим о правилах поведения на похоронах и на самом кладбище. Многие люди допускают, знаете, вот такие вот простые ошибки ввиду незнания, но вы должны понимать и то, что незнание не освобождает вас от ответственности. Дело в том, что рано или поздно каждый человек, он приходит на кладбище или на похороны. И многие в этот момент, знаете, теряются, потому что, попав на траурную церемонию или на само кладбище, человек не всегда понимает, что ему нужно делать, где ему нужно находиться, нужно ли ему что-то говорить и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что кладбище – это, знаете, такое очень сакральное и очень тяжелое по энергетике место. И на кладбище, как мы все знаем, проходит похоронение тела и умерших, и это, хотим мы этого или нет, но требует определенных правил поведения, а также соблюдения определенных традиций, которые испокон веков передаются. Да, к сожалению, сейчас в современном мире многие моменты потеряны, или многие люди не знают, потому что для кого-то похороны, особенно в крупных городах, это просто бизнес, все бегом-бегом, давай-давай и так далее. Но каждый, если вы уже пришли на это видео, обязательно вы досмотрите, потому что очень много моментов, которые, они, знаете, вот банальные, и просто их нужно знать по умолчанию. Итак, запомните, если вас пригласили на похороны, то ни в коем случае нельзя отказывать. Дело в том, что это последняя дань уважения усопшему. Возможны, конечно, отказы от приглашения, но для этого должны быть какие-то веские причины. Ну, например, вы проживаете достаточно далеко, и у вас, соответственно, нет возможности тем же или самолетом, или через океан приехать именно в назначенное время, или бывает, что это сложно, так ввиду тех ситуаций, которые сейчас, например, происходят в том же мире. Также обращаем ваше внимание, что маленьким деткам и беременным женщинам, особенно на последних сроках, не стоит посещать ни само кладбище, ни похороны. Дело в том, что вы должны понимать и то, что на кладбище присутствует не только хорошая энергетика, но и также плохая. Некоторые люди пишут, ну и что здесь такого, вот беременная женщина придет и отдаст последнюю дань усопшему. Но вы должны понимать, что, возможно, это, например, ваша любимая бабушка или прабабушка, да, или ваш близкий кто-то человек, но вы должны понимать и то, что кладбище – это не место доброты или праздника, вы это должны понимать. Поэтому все-таки не стоит приходить. Но если беременная женщина, вот она интуитивно почувствовала, что ей нужно быть на похоронах на кладбище, то, как говорится, добро пожаловать. Также вы должны понимать о том, что когда похороны происходят, у некоторых людей, возможно, вы на самом кладбище вы ощущали, что вот человеку становится очень плохо. Поэтому, если вы на интуитивном уровне чувствуете, что вам не стоит посещать это мероприятие вообще, то не идите. Но если вас не пригласили на похороны, а такое бывает, ввиду что-то не поделили имущество или родственники побили горшки, у каждого это будет своя ситуация, но вы хорошо знали покойного и хотите провести в последний путь, то вы имеете полное право прийти на похороны без приглашения. Обращаем на это ваше особое внимание. То, что что-то там кто-то за спиной скажет, это его личное дело. А если вы решили отдать дань уважения, это вы можете сделать.
Вы должны понимать, что похороны – это не день рождения. Это, знаете, вот то место, куда не стоит покупать билеты или, знаете, какое-то иметь особое приглашение. Вы отдаете дань уважения усопшему и хотите выразить свои искренние соболезнования, например, родственникам покойного. Здесь это ваше право. Поэтому не зацикливайтесь и не думайте о том, что кто-то кому-то скажет. Также обращаем ваше внимание. Очень многие люди допускают такую вот ошибку, когда, знаете, вот пришли на похороны, например, побыли то ли только на кладбище, или только побыли дома. Вы должны понимать и то, что похороны – это не то место, где нужно радоваться или веселиться, да, но если вас пригласили на похороны или вы сами проявили вот такое вот желание, то вы должны понимать о том, что вы должны пройти весь путь от начала и до конца. Также вы должны понимать и то, что похороны – это не 20 минут вашего времени, это полдня в среднем, да, но помните о том, что если вы ни с того ни с сего решили уйти с похорон, этого делать нельзя. Да, другое дело, если кому-то из присутствующих станет плохо, то вы можете уйти, но опять же, вы должны обязательно извиниться перед близкими людьми покойного. Также, если вы начали находиться на церемонии погребения, то нужно пройти ее до конца и только вместе со всеми покинуть кладбище. Это очень важно осознавать и понимать. Давайте теперь немножко поговорим об одежде, которая у вас должна быть. Давайте начнем с того, что, как правило, похороны – это не с бухты-барахты, да, как правило, похороны оговариваются, когда будут, в какой день. Это, знаете, такой вот важные организационные моменты. Поэтому форма одежды должна быть ваша, подобрана вот максимально правильно. Обращаем ваше внимание, что, как правило, на похороны стоит одевать вот одежду темных тонов. Не какое-то вызывающее, не вечернее платье от Dior или так далее. То есть просто вот должна быть скромная одежда темных тонов, потому что именно черный цвет считается вот траурным цветом. Конечно же, не возбраняется быть на похоронах и в одежде других цветов. Ну, например, в темно-сером, в темно-синем, в коричневом и так далее. Также обращаем ваше внимание, что ваша одежда не должна быть какой-то открытым, с глубоким декольте и высокими разрезами. Вы должны понимать и то, что вы идете на похороны, вы идете на кладбище, и ваше тело на энергетическом плане будет соприкасаться вот с теми энергиями, которые есть на кладбище и вообще вот на вот этом всем процессе. У вас могут быть открыты только руки, и это очень важно. У женщины желательно, чтобы на кладбище, на самих похоронах был или платок, или шляпка. Вы должны понимать и то, что, уже, дорогие наши женщины, ваша голова должна быть прикрыта, и желательно, чтобы волосы, если у вас они должны быть или в резинке, но в любом случае не должны быть распущены. Мы должны, еще раз напоминаем, кладбище – это не место, где мы с вами гуляем и обсуждаем рабочие планы. Также не стоит одевать бижутерию или какие-то дорогие украшения. Что же касательно обуви? Обувь, в первую очередь, должна быть удобной. Ни в коем случае нельзя надевать на кладбище туфли на высоких каблуках или босоножки с открытым носком. Это очень важно, потому что земля, вы можете случайно или по незнанию где-то зацепить вот эту мертвую землю и ее принести в свой дом. И с этого момента у вас может начаться большие проблемы. Поэтому ваша вся одежда должна быть максимально закрыта, даже если это лето. Даже летом в любом случае должны быть туфли, должна быть одежда закрытая. Далее. Также, если вы желаете иметь траурный венок, заранее его купите и вообще старайтесь, знаете, как меньше тратить и отдавать энергию на вот боль, на слезы и так далее.
Также и правильно будет, если вы на самих похоронах выразите соболезнования родственникам усопшего и расскажете о том, каким вот был прекрасным человек, который ныне покойный при жизни. Это очень важно. Старайтесь вспоминать какие-то, возможно, моменты. Но помните о том, что если у вас будет долгая речь, и родственники могут ни с того ни с сего начать рыдать и так далее, этого тоже не должно быть. Должно быть все, знаете, вот сухо, кратко, ясно и понятно. Также обращаем ваше внимание, что после похорон могилы усопших принято посещать на 9-й, 40-й день, на годовщину смерти и по большим церковным праздникам. Возможно, в вашем регионе есть какие-то еще определенные моменты. Здесь вам нужно обязательно узнавать. Знаете, зимой, именно в зимнее время, как правило, не ходят на кладбище. Если мы говорим о жарких странах, то там тоже есть свои моменты, есть нюансы. Там кладбище в некоторых странах вообще закрыто и открывается только в определенный день или в определенное время. Поэтому это вам нужно узнавать. Теперь поговорим давайте о том, что если вы решили навестить могилу умершего. Если кто был на кладбище, вы видели, что на кладбище, у любого кладбища существуют ворота и калитка. Так вот, при входе на кладбище вам нужно пользоваться только калиткой. Обращаем ваше внимание. Бывает так, что некоторые люди пытаются сэкономить свое время, расстояние и начинают, потому что бывает, что кладбища открытые или беседка, да, поломанная или что-то поломано, да, и можно обойти с другой стороны. Нет, вы в обязательном порядке должны воспользоваться только калиткой. Пожалуйста, об этом запомните. Ворота. Для чего? Многие спросят ворота. Ворота предназначены для покойников, которых привозят в гробах. Поэтому живому человеку через ворота проход закрыт. Обращаем на это ваше внимание. То же самое касается и в церкви. Если отпевание происходит в церкви, также гроб заносит через определенные ворота. В эти ворота не стоит входить. Также, если вы пришли в церковь или в храм, и в это время идет отпевание, старайтесь уходить и не мешать этому процессу. Даже некоторые батюшки на время отпевания даже стараются, чтобы вообще люди не заходили. Но опять же, у каждого это свои определенные традиции. Также ни в коем случае не заезжайте на своем автомобиле или на своем вообще транспорте на территорию кладбища. Вы удивитесь, да, но есть такие люди в нашем мире, которые почему-то считают, что зачем мне идти пешком, зачем отдавать дань уважения, когда я могу на машине заехать. Ни в коем случае нельзя это делать. Для вас есть калитка, а не ворота. В первую очередь помните об этом. И вы должны понимать и то, что кладбище – это все-таки мир мертвых, а не живых. Далее, когда вы уже заходите на кладбище, стоит помнить о том, что не стоит разговаривать, что-либо обсуждать, рассказывать анекдоты, смеяться и так далее. Это не принято. Также на кладбище ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться, вне зависимости, это ваши близкие родственники, люди, или вы вдруг вспомнили соседа, которого там когда-то видели, и решили вспомнить ему на кладбище все его в грехе. Это ни в коем случае нельзя делать. Вы вообще должны понимать о том, что кладбище – это место, где очень много негативной энергии. И таким образом, через определенные слова вы можете таким образом притянуть вот эти энергии. Также, когда вот само происходит сами похороны или когда вы приходите на кладбище, не стоит вообще о чем-либо говорить, если это не связано с умершим человеком. Ну, например, не стоит о чем-то сплетничать или обсуждать свою работу или бизнес и так далее. Если вы даже не виделись давно со своим родственником или с какой-то подругой на кладбище, для этого вы выйдете с кладбища, и после этого вы можете обсуждать все, что вы считаете важным и нужным.
Также на самом кладбище ни в коем случае нельзя рассказывать ни о своих успехах, ни о достижениях, не стоит делиться какими-то планами, даже если это уже совершилось и так далее, потому что вы таким образом можете похоронить это на самом кладбище. Помните о том, что кладбище – это место мертвых, а не живых. Бывает даже так, что люди приходят на кладбище, у могилки есть столик, есть самодельный столик, сделали скамеечку и начинает рассказывать всю свою жизнь. Ни в коем случае так не делайте. Также ни в коем случае на кладбище нельзя разговаривать по телефону. Переведите его в беззвучный режим, ничего страшного, вы пришли на кладбище. Также на кладбище ни в коем случае нельзя пересчитывать деньги, иначе вы просто-навсего останетесь без них. Вы удивитесь, но есть такие люди, которые почему-то считают, что вот им нужно сейчас вспомнить, сколько в кошельке денег, или, знаете, возникает какая-то ситуация и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Далее, ни в коем случае вообще не снимайте на телефон, не делайте ни видео, ни фотографии, что потом выложить в интернете. Кладбище, похороны, это, знаете, вот это время, это определенные происходят вибрации. Те люди, которые это видят на энергетическом плане, знаете, они видят иногда очень страшные вещи. Но ввиду того, что многие люди не подготовлены и не знают, а начинают снимать, вы этим самым просто привлечете вот какие-то определенные моменты в свою жизнь. Также у могилы и вообще на кладбище не стоит плакать, не стоит рыдать, не стоит причитать. Помните об этом. Далее, когда вы пришли на кладбище, есть люди, которые почему-то считают, что они должны поприветствовать усопшего. Ну, например, сказать: «Здравствуй, мама или папа, я пришел». Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что вы таким образом принимаете осознанное решение войти вот в мир мертвых. Поэтому никогда не стоит вот так вот здороваться. Или говорить: ой, мне так плохо без тебя, или моя жизнь не имеет без тебя смысла и так далее. Вы таким образом призываете вот эту энергию, чтобы вас забрало в мир мертвых. Также ни в коем случае не жалуйтесь на свою жизнь. Еще на что очень важно стоит обратить внимание: когда вы уходите с могилы, всегда закрывайте калитку оградки. Потому что когда вы оставляете вот калитку открытой, вы тем самым приглашаете покойного погулять и забрать кого-нибудь с собой в мир мертвых. Поэтому уходите, подержитесь за оградку и, например, скажите на прощание: ты за мной не ходи, я сам приду, как вариант. Ну и еще один важный момент, о котором многие не знают или, возможно, игнорируют, или считают, что путь на кладбище для них открыт в любой день. Помните, что посещать кладбище принято от восхода солнца до обеда, потому что считается, что мир мертвых активизируется после полудня. Друзья, вот такой важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.